Всем привет! И это новый выпуск, который мы ждали 3 месяца. В этом выпуске мы сравниваем цены на жизнь в Аргентине и на Бали в 2023 году. Давайте узнаем в этом видео, сколько стоят продукты в Аргентине, Буэнос-Айресе и сравним их со стоимостью продуктов на Бали. Также узнаем про цены на общественный транспорт и такси, сходим в кафе и ресторан, а также я вам расскажу, за сколько мы снимаем здесь жилье. Все это и многое другое в этом выпуске. Погнали! Сейчас мы с вами отправляемся в продуктовый магазин рядом с домом. Мы живем в районе Палермо. Сейчас я вам покажу коротенькую обзорную экскурсию от парка рядом с моим домом до магазина Кота. В Буэнос-Айресе мы уже 1 месяц. И знаете, ребят, я большинство своих слов о том, что мне не понравилось в Аргентине по приезду, я сейчас готова забрать. Аргентина для меня раскрывается как цветочек. Ну и, конечно же, я хотела выразить огромную благодарность зрителям, аргентинцам, жителям этой страны, кто поддержал мое первое видео. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за то, что подписались. Спасибо за то, что смотрите мой контент. Ну и спасибо огромное, что пишете свои комментарии. По вашей просьбе я добавила в это видео субтитры испанские и английские. Я изучаю испанский язык, только 8 уроков у меня было. Поэтому если будут какие-то ошибки, прошу понять и простить. И обязательно напишите комментарии, дайте обратную связь, как вам эти субтитры. Для меня это будет очень важно и полезно. А также у меня к вам огромная просьба. Кто смотрит мои видео и живет здесь в Аргентине, кто является местным жителем этой страны и знает английский язык, напишите мне, пожалуйста. Я вас хочу пригласить в новое свое видео об Аргентине, чтобы вы были героем моего видео. Это будет очень полезно, если вы расскажете о вашей стране. Для зрителей этого канала это будет очень полезно и интересно. Пишите свои комментарии, кто хочет стать героем моего следующего видео. И же по традиции начинаем мы обзор продуктов с молочного отдела. Давайте посмотрим стоимость молока. Молочная продукция здесь вообще в Буэнос-Айресе великолепная. Собственно, стоимость пакета молока 1 литр лечи, молоко на испанском, стоит 232 песо. Обычное молоко стоит 31 500 рупий. В последнее время я пью безлактозное молоко. Мама, не смотри эту часть. Вот такая вот бутылочка стоит 381 песо. Так, ее я возьму. Что о йогурте, да? Здесь вот я вижу такую вот баночку 120 грамм, 98 песо. Так,
Это что-то прям дешевое. Ну, вот здесь вот рядышком стоит тоже баночка 120 грамм, получается 206 песо. Такой вот йогурт 900 миллилитров, стоимость его за 900 миллилитров 337 песо. 125 грамм стоит 16 тысяч рупий. Давайте посмотрим, сколько стоит сыр. Сырок вот такой вот, получается, без лактозы, вот син лактоза указан. За 100 грамм 497 песо, соответственно, за вот такой вот кусочек 1800 песо. Ну что-нибудь давайте обычное посмотрим. Такой вот сырок с плесенью 259 песо за 100 грамм. Ну и привычная нам гауда 227 за 100 грамм, да, песо. Ну и особенность Аргентины, что вы в магазине реже найдете привычные вам европейские марки продуктов, потому что здесь в стране есть программа импортозамещения, и многие продукты производятся в стране, и здесь будут только местные марки. Мне очень понравилось вот такие вот, я даже не знаю, как стейки. Здесь только, получается, растительные продукты, такие как рис, шпинат, овощи. В общем, очень вкусненько, попробуйте, прям рекомендую. Хлебный отдел. Что касается булки хлеба здесь, ну давайте посмотрим. Нашла вот здесь вот самый бюджетный вариант, вот такой белый хлебушек тостовый, 359 песо. Есть подороже. Вот такой вот зерновой, 926 песо. Но на мой вкус мне не очень нравится этот хлеб, и я покупаю специальный хлеб без сахара в магазинах полезного питания. Такая вот булка 35 тысяч рупий. Такой вот зерновой хлебушек 35 тысяч рупий. Ну и давайте что-нибудь найдем типа белого тостового хлеба для тостов на завтрак. Вот нашла. 20 тысяч рупий. Нашла овсянку. Так, смотрите, вот за 300 грамм 224 песо и за 400 грамм 305 песо. Ну вот, наконец-то посмотрим гарниры, макарошечки. Нашла самый бюджетный вариант, насколько мне показалось. Это вот пачка 500 грамм макарон, стоит 126 песо. Спагетти 179 песо за 500 тоже грамм. Так, и самое интересное, мясной отдел. Ну, конечно же, в Аргентине прекрасное мясо, поэтому давайте посмотрим стоимость этого мяса. Смотрите, аргентинцы знают толк в бутербродах, сколько здесь сыра, колбасы и сколько мало хлеба. Говяжий фарш за килограмм 1349 песо. За вот такие стейки за килограмм 1113. Такая говядина на кости 729. Давайте посмотрим курицу. Итак, филе курицы такое замороженное с косточкой. Получается у нас тут разный какой-то вид, посмотрите, и стоимость от 1500 до 2000 песо. Не знаю, чем отличается. Тут, видимо, указан срок годности. Я точно не знаю, но по логике вещей, возможно, это именно срок годности, потому что упаковки одинаковые,
но вот циферки здесь разные. И очень интересный отдел, мой любимый, овощи и фрукты. Вообще овощи в Аргентине чудесные. Соответственно, за помидоры вы отдадите, сейчас проверю, 699 песо за килограмм. Так, что я еще покупаю? Это я не учла при съемках видео, я не знаю, как называются овощи и фрукты на испанском. Ну, в общем, огурец — это пепино, и стоимость огурца, сейчас посмотрю, цены наверху, 429 за килограмм песо. Фрукты. Так, яблочки. Тут разные, ну, такие стандартные сорта. Соответственно, здесь указано 799 песо и 899 зеленый и красный. Бананы. Слава богу, бананы называются аналогично. Банана 399 за килограмм песо. Апельсинчики. Наранжа это называется на испанском. 599 песо за килограмм. Овощи и фрукты я рекомендую брать в локальных магазинчиках у дома, которые продают только овощи. Сейчас покажу, как они выглядят. И там я планирую купить яйца. Цены продуктов мы сравнили. Сейчас отправимся в магазин Фармасити. Это совмещенный магазин, где продается бытовая химия, косметика, шампуни, мыло и все, что нужно для дома. И также там совмещенная аптека, то есть там вы можете купить для себя лекарства. Но очень интересная система, сейчас я вам ее покажу. В чем же особенность здесь Фармасити, которую я отметила? Вы заходите, вы можете купить любые моющие средства, такие как мыло, шампуни, и в конце у вас будет аптека. Там вы получаете у продавцов таблетки и общая касса в начале, возле выхода. То есть вы оплачиваете все ваши препараты не сразу у фармацевта, который выдает вам таблетки, а в конце в магазине. Так, жидкое мыло. Так, сейчас. Обратите внимание, здесь очень популярно покупать жидкости в пакетах и доливать в старые упаковки, которые уже использованы. Жидкое мыло DAV 220 мл 311 песо. А если мы покупаем ее в упаковочке, она будет стоить, нам обойдется 523 песо. Со стиральным порошком здесь нету проблем, очень большой выбор. Вот такая вот есть местная марка порошка, эко-порошок, 354 песо за 800 грамм. Есть вот такой вот порошок с 800 грамм за 192. Так, ну вот здесь, возможно, есть какие-то скидки. Давайте посмотрим без скидок. Ну, то есть вот без скидок 496 за 800 грамм.
В Буэнос-Айресе есть своя тоже особенность со стиральными машинами. Часто они не стоят в каждой квартире, а есть общее пространство, общая прачечная на весь дом, где будет стоять там 3-4 машинки, и все жители дома этими машинками пользуются. Эти машинки не евро, знаете, где барабан посередине, по центральной части машинки. Барабан находится и открывается сверху. Такие машинки у меня были у мамы, да, в детстве, когда открываешь сверху, и там видно весь барабан. Ну что, я приоделась. Не все время же ходить мне с вами в магазин продуктовый. Поэтому в новом образе мы сейчас идем в ресторан, чтобы исследовать стоимость блюд, такие же, как мы смотрели на Бали, и сравнить, где дешевле, а где дороже. Что насчет транспорта? Ну, конечно, главная отличительная особенность Буэнос-Айреса – это то, что здесь можно гулять пешком. Очень много парков, очень много зелени, и, конечно же, это то, чего нам не хватало на Бали. Поэтому здесь мы либо добираемся до необходимой точки пешком, либо пользуемся такси или метро. О стоимости метро я говорила в своем первом ролике, смотрите его. Ссылочка здесь сейчас появится. И что касаемо стоимости такси, я здесь пользуюсь либо Uber, либо Cabify. И примерно 20-30 минут от точки А до точки Б по городу будет стоить 1000-2000 песо, ну, в зависимости от времени суток и загруженности трафика на дорогах. Ну и, конечно же, на Бали я рекомендую брать байк. Давайте проверим, какая актуальная стоимость аренды байка NMAX на 1 месяц. Я воспользуюсь чат-ботом, который называется Bali Most. Лично я обожаю пользоваться чат-ботами, это очень просто и нативно. Bali Most собирает предложения более 400 ренталов. Так что мне не нужно сейчас искать, сколько стоит NMAX в тысячах чатах Telegram. Итак, я оставила заявку менеджеру на подборку NMAX, которые сейчас есть в наличии. На Бали сейчас не рабочее время, потому что у нас с Бали 11 часов разница. Поэтому я могу сейчас самостоятельно в общем канале посмотреть, сколько стоит NMAX. Актуальная стоимость NMAX сейчас 2,5 миллиона рупий. Так что, если вы сейчас на Бали и собираетесь туда, я для вас оставлю ссылку на чат-бот в описании к этому видео. Пользуйтесь, прям рекомендую. Что я выбрала ресторан Донна Тотта, Барилла, Аргентина. Исследуем меню, что здесь есть интересного. Но стоит обратить внимание, в первую очередь попробую здесь в Аргентине такие их местные пирожки эмпанада. Они могут быть с абсолютно разными начинками, мясные, овощные, с сыром. Очень вкусно, и подают их как закуска. Но, в принципе, вы можете заказать там себе, там, я не знаю, 4, 5, 6 пирожков, и это будет у вас как целое полноценное блюдо. Стоимость одного пирожка 330 песо в этом заведении. Так, давайте вот посмотрим. То, что мы смотрели на Бали, мы смотрели гамбургеры. Но, как бы, я сейчас не скажу новую информацию, но это правда. Я должна выразить огромное восхищение аргентинским мясом. Здесь оно просто невероятное. Я не знаю, как они его приготавливают, как его выращивают, но просто мясо очень-очень вкусное. Соответственно, если вы здесь закажете гамбургер, здесь, конечно, будет гамбургер с настоящим мясом, и это будет огромная порция. Здесь вот классический гамбургер стоит 1900 песо, ну и есть какие-то вот подороже, видимо, с какими-то дополнительными начинками, как 200. Обычно к
гамбургеру также подают картошку фри и салат. Обязательно вам в ресторане принесут закуски, это бесплатно, хлеб разных сортов и соусы. Ну вот они, кстати, стоят, маленькие чашечки с соусами. Ну и, конечно же, принесут оливковое масло и бальзамический соус. Также я заказала цезарь. Стоимость цезаря здесь, салата цезарь, 2000 песо. Если какой-то обычный салат с овощами, с зеленью, микс будет стоимостью 800 песо. Ну вот только посмотрите, мне принесли огромную чашку салата, просто. Порции здесь в Аргентине поражают. В этом видео я не буду показывать вам блюда с мясом, но мы можем с вами посмотреть стоимость. Вот за килограмм я вижу, представляете, отборного мяса 6600, приготовленного 6600. В своем телеграм-канале я оставлю ссылочку на топ-5 мест на Бали, которые я вам рекомендую кафе и рестораны посетить, и топ-5 мест в Аргентине с описанием, где что нужно обязательно попробовать. Переходите по ссылочке, ссылочка в описании к видео. Здесь, в Буэнос-Айресе, я почувствовала, что мне прям не хватает социума, не хватает живого, реального общения, в отличие от Бали. Ну, потому что на Бали, когда я выходила, я постоянно общалась на английском, и также было очень много русских. Я могла прийти в кафе и встретить своего знакомого. Здесь такого нет. Ну, то есть, чтобы состоялся хороший социальный контакт, для этого нужно что-то сделать, как минимум организовать себя, пойти на какую-то встречу. Так как я не говорю на испанском, то, конечно же, для меня это решение пойти на какую-то встречу русскоговорящих. К моему счастью, здесь нет никакой сложности в поиске каких-то мероприятий, очень много разных комьюнити на разные темы, и предпринимательские, и творчество, хобби. Так что просто хотела поделиться этим и сделать такой вывод, что если вы испытываете какое-то одиночество в новой стране, просто это легко сделать, пойти, собрать себя и пойти на какую-то встречу, переступить через этот барьер и идти на нетворкинг. Я знаю, что это может быть сложно, но не сделав этот шаг, вы будете себя чувствовать дальше одиноким. И сделав этот шаг, вы будете очень себе благодарны. Давайте поговорим о стоимости аренды жилья в Буэнос-Айресе и на Бали. Ну, сначала начну с Бали. В своем видео о ценах на Бали я говорила о том, что в декабре, январе ценник на недвижимость, на съем жилья был завышен на Бали, и наша вилла нам обходилась $2000. Сейчас, на данный момент, у меня нет актуальной информации, какая стоимость жилья в марте этого года. Если кто-то из моих зрителей сейчас на Бали, напишите, за сколько вы сейчас снимаете свою недвижимость и сколько вам стоит аренда жилья в месяц на Бали. И как вообще изменилась ли какая-то ситуация, стало ли дешевле снимать жилье на Бали. Что касается Буэнос-Айреса, то на данный момент у меня еще нет опыта съема жилья. На аргентинских сайтах я арендовала на Airbnb. И будьте готовы, что хорошая однокомнатная квартира на Airbnb в месяц вам обойдется примерно $1000–1500. Вот и подошел к концу обзор цен на Бали и в Буэнос-Айресе. Поделитесь в комментариях, что вам понравилось, что вас удивило. Оставьте свою обратную связь после просмотра этого видео. Обязательно подписывайтесь, я этому очень рада, благодарна видеть рост количества подписчиков на моем канале.
И увидимся уже совсем скоро в новом видео, где будут приглашенные гости, жители Аргентины. Я вас искренне благодарю за уделенное время. До новых встреч. Всем пока.